Всем привет! Сегодня на моем столе по-настоящему изящная клавиатура, и это Swag Case в коллаборации с брендом JGV Integral. Прежде чем рассматривать детали, начну я, пожалуй, с комплектаций и общих спецификаций. Клавиатура поставляется в кейсе, в который входит клавиатура, завернутая в микрофибру, с логотипами компании, пороновые гаскеты, печатная плата, Coreless, кейс для транспортировки, силиконовые ножки и самые приятные стабилизаторы Knight V4. Это 60% клавиатура на Plateless Isolation Mount, который, как ясно из названия, не имеет плейт, что дает более открытый характер звучания и должен, по идее, позволять клавиатуре флексить, быть мягкой, хотя скажу наперед, что это не очень мягкая клавиатура. Угол наклона клавиатуры составляет 7,4 градуса при высоте передней грани в 16,04, что для меня является очень комфортными значениями. С точки зрения маунта клавиатура не совсем подходит к моим преференсам в плане грязного звука, но вот с точки зрения пользовательского опыта и процесса сборки это очень приятно. Все устроено очень логично и ориентировано на комфорт при сборке. И я это действительно ценю. Это встречается далеко не во всех клавиатурах, и давайте пойдем по порядку. Начиная от ее дизайна, заканчивая тем, как эта клавиатура собирается, и что именно меня в ней зацепило. Начать стоит с того, что клавиатура имеет приятные пропорции безелей, с более толстыми верхними и все-таки не самыми худыми боковыми, что в моем понимании сказывается на звуке модификаторов, хотя часто возникают случаи, когда клавиатуры с тонкими гранями имеют призвуки при нажатии на крайний ряд модификаторов. В общем, вы поняли, вот на эту часть. Но здесь в этом плане все отлично сбалансировано. Грань имеет довольно крупную фаску, что я на самом деле довольно редко встречал. Последняя клавиатура, которую я помню, это Crash 65, но и там она была довольно мелкая, поэтому здесь это полноценное дизайнерское решение. Это определенно можно считать дизайнерским приемом, который отлично дополняет линейный дизайн корпуса. Сайд-профиль клавиатуры рубленый, но простой, что является для меня крайне приятной деталью и одной из продающих сторон в этой клавиатуре. Вес здесь крайне необычный. На внешней стальной панели находится интеграл и вырезы, под которыми скрываются два латунных веса. Ножки здесь не приклеиваются, а вставляются внутрь корпуса. И логичным будет предположение, что под ними скрываются винты. Все очень аккуратно вписано и имеет практическое применение, что мне нравится в этой клавиатуре. И главное мое любопытство вызвало внутреннее строение. Процесс сборки здесь более чем комфортный и определенно сделан для людей. Все логично и с лоском, который не кажется какой-то вычурностью, а имеет в свою очередь практическое применение. Начать стоит с того, как крепится топ к боттому. Возможно, вы слышали о проблемах клавиатур с 4 винтами и изолейшеном, при котором клавиатуру как бы распирает по центру и визуально она становится банановый. Такое было на Proto Lily от GOG, но здесь этот элемент продуман и он абсолютно логичный. Соответственно, были помещены по 2 винта ближе к центру клавиатуры, что кажется очень логичным решением. Заглянем внутрь, и здесь нас встречает Plateless Isolation на пороне с 8 точками крепления. Маунт не ощущается мягким, напротив, он действительно жесткий. И это неудивительно с учетом довольно плотных проставок и плотной фиксации, так как сэндвич буквально приходится зажимать силой в первые разы, когда ты собираешь клавиатуру. Но в то же время он создает ощущение от печати, напоминающее мне Rama Thermal. Сэндвич как бы отпружинивает пальцы при нажатии переключателя в bottom. Но да, сравнение довольно сомнительное. С учетом довольно больших вопросов к звучанию термала, но это не важно. Интеграл, в свою очередь, имеет консистентное звучание на каждом ряду, но о звуке я поговорю чуточку позже. Внутри клавиатуры прячутся эстетично помещенные винты, также имеющие свою логику. Вес здесь двойной, внешний стальной и внутренний латунный. Центральный ряд винтов отвечает за внутренний латунный, по 2 винта на каждый грузик. Остальные винты держат большую отполированную панель, на которой, к слову, наклеено что-то вроде форсбрейка для избежания пинга. И да, клавиатура действительно не имеет никаких грязных металлических призвуков, что действительно достойно. В верхнюю грань боттома вписан датаборд, что на самом деле распространенное решение. Но приятность заключается в том, что он не утоплен в корпус, благодаря чему к разъему подходит абсолютно любой кабель Type-C. И это действительно приятно, потому что некоторые кабели не подходят к моим клавиатурам, к BIOS UDE, например.
но я им это прощаю. Если взглянуть на переднюю часть боттома, в глаза бросаются вырезы под плату и переключатели, которые и позволили сделать переднюю грань такой толщины. Добавлю один нюанс. Для таких же балбесов, как я. Если вы собираете интеграл, вам необходимо учитывать последовательность закручивания винтов. То есть, сначала нужно закрутить внешние винты, которые находятся под силиконовыми ножками, а затем уже переходить к внутренним. В первый раз я делал, как мне было удобно, просто вкручивал первые винты, которые я видел, но из-за этого появилось некоторое, видимо, перенапряжение в топе, из-за чего клавиатура очень странно звенела. После того, как я ее пересобрал и закрутил, естественно, сначала винты под ножками, то клавиатура стала звучать нормально. Важно отметить, что центральные винты не несут практической ценности, а являются дополнением к основным, чтобы клавиатуру не распирало. Да и вообще при идеальных условиях их можно не закручивать. Перед тем, как мы поговорим о звуке, я должен рассказать о том, какой билд я собрал. Кейкапами стали DCX Sapphire, которые, к моему удивлению, оказались очень приятными. Я скептически отношусь к кейкапам производителей не GMK в плане звука, но я был приятно удивлен тому, что звучат они отлично. Очевидно, какие здесь могли быть стабилизаторы, кроме SV Knight B4, которые входят в комплект с клавиатурой. Очень неприхотливые стабилизаторы. Мне, как реально ленивому человеку, они нравятся. Я просто макаю скобу в Crytex и собираю стабилизаторы для получения свободного хода. Но ни на одном из стабилизаторов я не почувствовал ни тикинга, ни каких-то сторонних призвуков, что мне очень нравится. К слову, стабилизаторы, как и другие продукты Swagcase, вы можете приобрести в магазине на Озон. Также на этой почве я провожу групповую покупку на кейкапы SVG Rubber, задизайненные Ману. Передаю привет моим корейским друзьям и Ману. Спасибо, что вы с нами. Ну, а теперь продолжим. А вот с переключателями возникли определенные проблемы. Изначально я запаял Cherry MX Black на плату 1,2 мм, но в итоге билд получился крайне приглушенным, что в целом было ожидаемо. Поэтому было принято решение перепаять на Keygig Intro. Это плавные лонгпольные переключатели, которые отлично вписались в этот билд. В целом, это вполне ожидаемо, так как в основном Plateless Isolation, да еще и на пароновых проставках, от него не ожидаешь очень громкого звучания с переключателями, которые имеют полный ход. А вот на лонгполе он раскрывается действительно ярко и чисто. В чем, собственно, и заключается фишка этого маунта. Переключатель имеет пружину на 18 мм с ботtom-аутом на 58,5 грамм. А вот материалы довольно забавные. Я уже давно не в свитчевом хобби, мне кажется, в нем никогда не был, мне это не очень интересно. Но эти переключатели, правда, забавные по своим материалам. Топ из PA66, ботом из PBT и стекловолокна, а стем из U4, что бы это ни значило. Для меня все это звучит как черная магия, и я не знаю, как складывать свое мнение по материалам переключателя. В общем, возможно, кому-то из вас это что-то дает. Для меня это просто переключатель, который смешно стучит, и он с длинной пипкой и модный. Такие дела. С длинной пипкой. Ладно, я что-то разошелся. Предлагаю ознакомиться с тайпингом. Я доволен полученным билдом. Клавиатура звучит очень чисто и однородно, что определенно можно похвалить. Да, возможно, клавиатура не совсем в моем вкусе, так как я люблю вот это вот грязное звучание в клавиатурах. Хотя я должен сказать, что я люблю собирать клавиатуры. И то, как ощущался процесс сборки, когда все собирается на автоматизме, и ты сходу не обращаешь внимания на какие-то решения, которые ранее не видел и не собирал, определенно доставляют мне большое удовольствие. Клавиатура с первого взгляда кажется простой, но на деле ее можно назвать, знаете, образцом тихой роскоши. Отличное качество, приятная комплектация и превосходная работа над звуком.
Опыт сборки да и эксплуатации не вызывает никаких нареканий. Я не знаю, за что можно поругать эту клавиатуру, кроме довольно большой цены, но тут как бы, знаете, корейский дизайн, крутые дизайнеры, тут в целом не могу об этом сильно спорить. Все сделано для людей и с вниманием к мелочам. Это мне и нравится в продуктах Swagcase, что и стало основанием для работы вместе с ними. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на телеграм-канал Swagcase, Fused. Дальше больше. До скорых встреч.